Глава 31. Торговая долина. Хань Ли небрежно выбил в уединенной пещере огромный кратер площадью около акра, затем поместил в него участок духовной земли. Увидев это, Лу Цзюнь не смог сдержать громкого смеха. «Твоя необычайная сила превзошла все мои ожидания, товарищ Даос Хань. Я поистине смирен», — сказал Ло Цзюнь. «Ты слишком добр, товарищ Даос Ло. Теперь, когда ты закончил изучать мои способности, не пора ли нам обсудить некоторые официальные вопросы?» — спросил Хань Ли с легкой улыбкой на лице. Услышав это, Ло Цзюнь смущенно улыбнулся и слегка неловко прочистил горло, прежде чем ответить: «У меня не было таких намерений, товарищ Даос Хань. Не так уж много нужно сказать. Тебе не нужно делать ничего особенного, чтобы стать приглашенным старейшиной нашей секты, и каждый год наша секта будет выделять тебе 50 тысяч духовных камней и некоторые пилюли для поддержки твоей культивации. Однако окно распределения пилюль на этот год уже закрылось, так что тебе придется подождать до следующего года. Вот твой значок, он содержит карту нашей секты и некоторую информацию обо всех наших пиках. Вот годовое выделение духовных камней в размере 80 тысяч. Дополнительные 30 тысяч — это приветственный подарок от мастера пика Наньгун». Говоря это, Ло Цзюнь достал мерцающий золотой значок и лазурный мешочек для хранения, а затем предложил их Хань Ли. В глазах Гоу Юньюэ появилось сложное выражение, когда она посмотрела на Хань Ли. Льготы, которые только что описал Ло Цзюнь, обычно были зарезервированы только для старейшин стадии божественной трансформации, но учитывая силу, которую продемонстрировал Хань Ли, никто не мог утверждать, что он недостоин такого обращения. «Спасибо, старейшина Ло. Кстати, пилюли острого взгляда выделяются сектой ежегодно или есть другие способы их получения?» — спросил Хань Ли, принимая значок и духовные камни. Пилюли острого взгляда иногда выделяются сектой. Они отлично подходят для лечения травм, но не очень полезны, когда речь идет о продвижении базы культивации. Некоторые ученики обменивают их на внутренних рынках нашей секты, но большинство из них очень быстро раскупаются, так что их нелегко получить, ответил Ло Цзюнь. «Похоже, мне просто придется попытать счастье», — сказал Хань Ли с задумчивым выражением лица. Ло Цзюнь не стал задерживаться надолго и отбыл с Гоу Юньюэ и Юй Мэнхань, обменявшись с Хань Ли еще несколькими светскими фразами. После ухода Ло Цзюня Хань Ли активировал все ограничения внутри пещеры, а затем провел экскурсию для Лю Лээр. Он обустроил для нее спальню, чтобы она могла отдохнуть, а затем покинул пещеру. Примерно через 15 минут Хань Ли появился в долине в нескольких километрах от пика восходящего облака. У входа в долину находилась белая каменная табличка, на которой большими красными иероглифами были выгравированы слова «Торговая долина». Под табличкой находилась широкая каменная улица, которая вела в долину. Эта торговая долина была ничем иным, как внутренним рынком, о котором ранее упоминал Ло Цзюнь, и еще до того, как войти в долину, Хань Ли уже слышал хаотичный шум, который обычно можно услышать на оживленном рынке. Хань Ли на мгновение остановился у входа в долину, а затем продолжил свой путь, и к тому времени, как он добрался до таблички, большая часть долины лежала перед ним как на ладони. Большинство улиц в долине поднимались вверх, и все магазины также были построены таким образом, чтобы соответствовать рельефу долины. Снаружи магазинов висели всевозможные флаги, и это выглядело не иначе, как обычный рынок. В данный момент было чуть больше полудня, и бесчисленное количество людей входило и выходило из магазинов на рынке, представляя собой оживленное и шумное зрелище. Хань Ли выбрал наугад аптеку, прежде чем войти в нее, но вскоре после этого он вышел с бесстрастным выражением лица, прежде чем направиться к следующему магазину. Он подряд посетил 5 или 6 больших аптек, но не встретил ни одной пилюли острого взгляда. Только в одном из магазинов ему сообщили, что недавно получили одну такую пилюлю, но это было 2 месяца назад, и ее обменяли в тот же день. Почти через полдня Хань Ли прошел почти весь рынок, но так ничего и не нашел. Выйдя из очередной аптеки, Хань Ли не стал углубляться дальше в долину. Вместо этого он неторопливо направился к уединенному углу, а затем внезапно развернулся и бросил холодный взгляд на ближайшее дерево. «Ты следил за мной почти все время, пока я был в этой долине. У тебя есть ко мне какое-то дело?» — спросил Хань Ли. «Прости меня, товарищ Даос. Это просто недоразумение». Из-за дерева вышел старик в серой робе, а затем с смущенным выражением лица направился к Хань Ли. Волосы и борода мужчины были совершенно белыми, но у него было чрезвычайно молодое детское лицо, что представляло собой довольно своеобразный контраст. Хань Ли чувствовал, что мужчина был культиватором стадии божественной трансформации. «Недоразумение», — сказал Хань Ли. Выражение лица старика осталось неизменным, когда он спокойно объяснил: «Я Гаабулинь, старейшина пика заката. Я случайно подслушал, что ты ищешь пилюлю острого взгляда, и поэтому я ненадолго проследил за тобой. Пик заката. Если я правильно помню, этот пик специально отведен для мастеров по очистке пилюль секты, верно?»
Может ли быть так, что у тебя есть пилюля острого взгляда? Спросил Хань Ли, приподняв бровь. Хе-хе, у меня действительно есть пилюля острого взгляда, и я намерен обменять ее, но мне нужно посмотреть, есть ли у тебя что-нибудь, что мне нужно, ответил Гаобулин с улыбкой, бросая взгляд на мешочек для хранения на поясе Хань Ли. Что ты ищешь, старейшина Гаа? Спросил Хань Ли. Не торопись. Я ведь еще даже не знаю твоего имени, товарищ Даос, сказал Гаобулин, не проявляя никакого рвения продолжать торговлю. Я Хань Ли, приглашенный старейшина пика восходящего облака. Можем ли мы теперь вернуться к делу? Спросил Хань Ли со спокойным выражением лица. Приглашенный старейшина пика восходящего облака. Ты, должно быть, обладаешь какими-то замечательными способностями, товарищ Даос. Я совершенно не могу распознать твою базу культивации. Но я отвлекся. Я ищу ледяную инскую воду, синий кристаллический песок, звездный камень небесной реки или цветок ланлин или траву чернильного аромата возрастом более 3000 лет. Есть ли у тебя что-нибудь из этого, товарищ Даос Хань? Если у тебя есть хоть что-то из этого, я с радостью променяю свою пилюлю острого взгляда на это, сказал Гаобулин, поглаживая свою длинную бороду. Конечно же ты шутишь, старейшина Гаа. Каждая из этих вещей чрезвычайно редка. Если бы у меня были эти вещи, я бы просил гораздо больше, чем просто пилюлю острого взгляда, сказал Хань Ли. Услышав это, лицо Гаобулиня слегка напряглось, и на нем появилось смущенное выражение. Я предлагаю тебе выдвинуть более реалистичные требования, товарищ Даос. В противном случае, я был бы готов купить пилюлю у тебя, используя также духовные камни, продолжил Хань Ли. Несмотря на то, что он до сих пор не нашел ни одной пилюли острого взгляда, ему удалось продать некоторые материалы, ингредиенты и пилюли, которые он ранее получил за приличную сумму духовных камней. В дополнение к духовным камням, которые ему дал Ло Цзюнь, у него было небольшое состояние в распоряжении. Конечно, несколько первоклассных духовных камней, которые он получил, не были учтены в этих расчетах. Гаобулин на мгновение задумался, услышав это, а затем уступил. «Хорошо, в таком случае я сделаю тебе одолжение и променяю свою пилюлю острого взгляда на духовные камни. Я возьму 2 первоклассных духовных камня за свою пилюлю острого взгляда». «Что скажешь? Ты просишь слишком много, старейшина Гаа. Пилюли острого взгляда могут быть довольно редки на этом рынке, но даже самая высокая цена не должна превышать 600 тысяч духовных камней», сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови от недовольства. «Я не думаю, что прошу слишком много. В конце концов, ты имеешь в виду цены на внутреннем рынке нашей секты. Если бы пилюля острого взгляда была выставлена на аукцион за пределами секты, она бы стоила гораздо дороже», невозмутимо возразил Гаобулин. Хань Ли помолчал, а затем спросил, «Как насчет этого? У меня нет ни одной из тех вещей, которые ты перечислил ранее, но у меня есть несколько других драгоценных материалов и ингредиентов. Ты заинтересован? Это были все вещи, которые он нашел в мешочке для хранения Луя, и это были драгоценные предметы, но они были ему не очень нужны». На лице Гаобулиня появилось нерешительное выражение, и только после некоторого размышления он неохотно ответил: «Мне пригодится Зоисия инской души, но она должна быть не моложе 1000 лет, и пилюля острого взгляда твоя, если ты сможешь добавить еще 300 тысяч духовных камней сверху». Услышав это, Хань Ли тут же повернулся, чтобы уйти, ни на секунду не колеблясь. «Товарищ Даос Хань, пожалуйста, подожди». Спокойный фасад Гаобулиня мгновенно рухнул при виде внезапного ухода Хань Ли. Хань Ли, естественно, не собирался уходить, и он охотно согласился, остановившись на месте. Однако вместо того, чтобы вернуться к Гаобулиню, он просто повернулся, чтобы посмотреть на него с того места, где находился. Гаобулинь поспешно направился к Хань Ли, а затем с смущенной улыбкой сказал: «Не торопись уходить, товарищ Даос Хань, цена еще обсуждается. Не мог бы ты показать мне Зоисию инской души, которая у тебя есть?» Хань Ли не тратил время на слова, переворачивая руку, чтобы достать деревянную коробку длиной около 15 сантиметров, а затем слегка приоткрыл крышку коробки. Гаобулин тут же высвободил свое духовное чувство, чтобы осмотреть содержимое коробки, и на его лице появилось удивление, которое быстро исчезло. Глава 32. Искусство обращения пилюль. Тебе повезло, товарищ Даос Хань. Этой Зоисии инской души должно быть не менее 2300. Нет, 2400 лет. Этого более чем достаточно для обмена на пилюлю острого взгляда, сказал Гаобулинь. Я хочу 2 пилюли острого взгляда за эту Зоисию инской души, потребовал Хань Ли непреклонным голосом. Услышав это, на лице Гаобулиня появилась кривая улыбка. Но у меня есть только одна такая пилюля, товарищ Даос Хань.
Возможно, я бы поверил тебе, если бы ты был старейшиной из другой секты, но ты не можешь ожидать, что убедишь меня в том, что старейшина Пика Заката, подобный тебе, не может предложить мне хотя бы 2 пилюли острого взгляда. Если это слишком много, то я могу позволить себе подождать. Я уверен, что в конце концов найду продавца, неторопливо сказал Ханли. Услышав это, Гао Булинь слегка нахмурился, и на этот раз он действительно столкнулся с дилеммой. После долгих раздумий он наконец уступил. Договорились. Ханли принял белую нефритовую шкатулку, которую ему протянул Гао Булинь, и на его лице появилась довольная улыбка после того, как он осмотрел содержимое шкатулки своим духовным чувством. Запах различных лекарственных ингредиентов, исходящий от тела Гао Булиня, послужил подтверждением для Ханли того, что он действительно является мастером по очистке пилюль. Для других духовное лекарство возрастом более 2000 лет, возможно, было чрезвычайно редким, но в глазах Ханли оно, естественно, не представляло большой ценности и было для него гораздо менее полезным, чем эти 2 пилюли острого взгляда. Гао Булинь поднес деревянную шкатулку к носу и глубоко вдохнул, затем с удовлетворенным выражением выдохнул, прежде чем радостно убрать шкатулку в свой мешочек для хранения. Затем он пригласил Ханли посетить его на пике заката, когда у него будет свободное время, прежде чем быстро уйти. Завершив обмен, Ханли не сразу покинул рынок. Вместо этого он продолжил свой путь по долине, обменивая большую часть своих духовных камней на высококачественные пилюли, подобные пилюле острого взгляда, и только после этого он покинул долину, прежде чем вернуться на пик восходящего облака. Вернувшись в свою пещеру, Ханли увидел Лю Лэйр, сидящую в зале в полном одиночестве, рассеянно смотрящую вдаль, подперев подбородок рукой. «О чем ты думаешь, Лэйр?» — спросил Ханли, подходя к Лю Лэйр, прежде чем сесть перед ней. Только тогда она заметила, что Ханли вернулся, и тут же радостно воскликнула: «Братец Камень, о чем мечтаешь здесь одна?» — спросил Ханли с нежной улыбкой. «Я просто думал о том, что с тех пор, как я встретила тебя, моя жизнь стала сном», — ответила Лю Лэйр с серьезным выражением лица. Услышав это, Ханли слегка замялся, прежде чем на его лице появилась забавная улыбка. «Если это сон, то я очень надеюсь, что никогда не проснусь. Кроме мамы и папы, ты относишься ко мне лучше, чем кто-либо другой в мире. «Я хочу быть рядом с тобой всегда, братец Камень», — тихо сказала Лю Лэйр, и на ее глазах навернулись слезы. Ханли на мгновение замешкался, затем внезапно поднял руку и соединил указательный и средний пальцы, прежде чем прижать их к точке между бровями Лю Лэйр. Лю Лэйр была сильно удивлена этим, но не отпрянула. «Закрой глаза», — мягко сказал Ханли. Лю Лэйр тут же сделала, как ей было сказано, не колеблясь. На лице Ханли появилась слабая улыбка, когда он тоже закрыл глаза, прежде чем начать читать заклинание. Примерно через 15 минут Ханли открыл глаза. К этому моменту лицо Лю Лэйр уже слегка побледнело, а на лбу выступил легкий блеск пота. Ханли убрал пальцы и сказал: «Хорошо, теперь ты можешь открыть глаза». Ресницы Лю Лэйр слегка затрепетали, когда она медленно открыла глаза, а затем вопросительно посмотрела на Ханли. «Я только что внедрил в твое сознание технику культивации под названием «Трансформация иллюзорной духовной цикады». Я подобрал эту высокоуровневую демоническую технику культивации несколько лет назад, и она идеально подходит для культивации такой демонической лисицы, как ты», — сказал Ханли с легкой улыбкой. Услышав это, Лю Лэйр закрыла глаза, чтобы почувствовать вновь внедренную технику культивации в своем сознании, но все еще выглядела довольно озадаченной. «Я буду продолжать делать все возможное, чтобы защитить тебя, но если меня по какой-то причине не будет рядом, ты тоже должна быть способна защитить себя. По крайней мере, ты должна быть способна обеспечить свою безопасность, пока я не доберусь до тебя», — с серьезным выражением объяснил Ханли. Лю Лэйр на мгновение задумалась, а затем кивнула в ответ с серьезным выражением лица. «Я обязательно буду усердно работать над этой техникой культивации», — Ханли удовлетворенно кивнул в ответ. В некотором зале заседаний на пике восходящего облака Ло Цзюнь почтительно поклонился мужчине средних лет в ученой мантии, сидящему на главном месте. Как и ожидалось, Ханли действительно является высокоуровневым культиватором тела. Я уже подготовил для него место для проживания, и никто с других пиков не был уведомлен о его прибытии. Что касается боевой племянницы Гау, я уже выдал ей награду, как ты поручил, и ей было велено никому не рассказывать о подвигах Ханли в убийстве того старейшины стадии божественной трансформации из секты Небесного Призрака. Мастер пика Наньгун кивнул в ответ. Хорошо. Тот факт, что он смог убить культиватора стадии божественной трансформации, будучи культиватором стадии зарождающейся души, указывает на то, что он должен обладать исключительно могущественным телом. Я уверен, что в будущем он будет чрезвычайно полезен для нашего пика. Обязательно позаботься о нем и по возможности удовлетворяй все его просьбы». «Да», — ответил Ло Цзюнь. «Теперь ты можешь идти», — сказал мастер пика Наньгун, пренебрежительно махнув рукой. Ло Цзюнь почтительно поклонился, прежде чем уйти.
После ухода Ло Цзюня мастер Пика Наньгун некоторое время сидел молча с закрытыми глазами, затем встал и направился к задней части зала. Хань Ли, естественно, не знал о разговоре, который состоялся между Ло Цзюнем и мастером Пика Наньгун. В этот момент он сидел, скрестив ноги, в секретной комнате своей пещеры, а на столе перед ним стояло около дюжины емкостей, таких как нефритовые флаконы и нефритовые шкатулки. Он держал в руках маленький красный флакон, вытащил пробку и высыпал из него малиновую пилюлю. В воздухе тут же распространился сильный лекарственный аромат, и после краткого осмотра Хань Ли принял пилюлю, прежде чем закрыть глаза, чтобы изучить свое внутреннее состояние. Через несколько мгновений он снова открыл глаза, плотно нахмурив брови. Красная пилюля была сопоставима по калибру с пилюлей острого взгляда, но не оказала на него никакого эффекта. Хань Ли не был удивлен этим, и он взял второй флакон, прежде чем высыпать из него желтую пилюлю, которую тут же проглотил. Пилюля растаяла, как только попала в его желудок, но никакой магической силы так и не было сгенерировано. Немного погодя, Хань Ли открыл глаза, прежде чем взять третий флакон. Вскоре большинство пилюль на столе уже были испытаны, но ни одна из них не оказалась эффективной, и на столе остались только фиолетовая нефритовая шкатулка и лазурный фарфоровый флакон. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, и он начал чувствовать некоторое разочарование. Похоже, найти пилюли, которые подействовали бы на него, будет гораздо труднее, чем он себе представлял. Однако хорошо то, что он теперь был частью крупной секты, и, судя по его нынешнему пониманию царства духовной сферы, это был мир с изобилием ресурсов для культивации, так что, если он приложит к этому все свои силы, то наверняка добьется прогресса. Подумав об этом, он взял со стола фиолетовую нефритовую шкатулку, а затем двумя пальцами вытащил серую пилюлю, прежде чем запрокинуть голову и проглотить ее. На этот раз на лице Хань Ли наконец появилось выражение ликования. Он чувствовал, как из пилюли исходят струйки магической силы, которые затем циркулируют по его меридианам и входят в его дантянь, немного увеличивая его запасы магической силы. Серая пилюля была гораздо менее эффективна, чем пилюля острого взгляда, но все же очень обнадеживало то, что ему удалось найти еще одну пилюлю, которую он мог использовать для восстановления магической силы. Что касается пилюль в лазурном фарфоровом флаконе, то, как и ожидалось, они также оказались совершенно неэффективными. Хань Ли выдохнул, доставая из фиолетовой нефритовой шкатулки еще одну серую пилюлю и держа ее в центре ладони. Эта пилюля называлась пилюлей темного облака, и она должна была обладать восстанавливающими свойствами, но она больше подходила для культиваторов, использующих техники культивации водного атрибута, и ее предполагаемый эффект сильно отличался от эффекта пилюли острого взгляда. После минуты раздумий Хань Ли внезапно встал, затем вышел из секретной комнаты и направился наружу. Он остановился, проходя мимо спальни Люлэйр, и даже сквозь дверь он все еще чувствовал духовную ци, бурлящую внутри комнаты, что явно указывало на то, что она усердно культивирует. Он удовлетворенно кивнул, прежде чем продолжить свой путь, быстро добравшись до комнаты для очистки пилюль. Эта комната была не очень большой, всего около 15 метров в размере, а пол был темно-лазурного цвета. В центре комнаты находился цилиндрический холм высотой около 15 сантиметров, на котором был выгравирован массив, состоящий из множества темно-красных узоров. В центре массива находилась черная дыра, в которой горело пламя, и изнутри исходила обжигающая аура. На холме стояла печь для пилюль, высотой примерно с половину взрослого человека, испускающая струйки духовной ци. Хань Ли окинул комнату взглядом, затем сел на футон рядом с печью для пилюль, прежде чем взмахом руки высвободить печать заклинания. Красный массив тут же загорелся, после чего из черной дыры вырвался поток ярко-красного подземного огня, окутавший печь для пилюль. Сначала Хань Ли мастерски очистил внутреннюю и внешнюю часть печи для пилюль. Затем он перевернул руку, чтобы достать пилюлю темного облака, прежде чем бросить ее в печь для пилюль. Подземный огонь начал двигаться по его воле, когда он сделал печать рукой, разделившись на 8 независимых языков пламени, которые хлынули в печь, и вскоре в воздухе начал витать сильный лекарственный запах. Когда Хань Ли продолжал делать печать руками, лекарственный аромат внезапно стал менее выраженным. Выражение его лица оставалось неизменным, когда он продолжал выполнять серию печати руками, и почти час пролетел в мгновение ика. К этому моменту лекарственный аромат, исходящий из печи, почти полностью исчез, и его сменил другой аромат, который, казалось, был довольно хаотичным сочетанием множества различных запахов. Внезапно Хань Ли прекратил то, что делал, когда высвободил последнюю печать заклинания, и пламя под печью тут же погасло. Он взмахнул рукой в воздухе, чтобы снять крышку печи, и пилюля темного облака внутри уже исчезла, а на ее месте образовалась небольшая горка разноцветного порошка. Хань Ли кратко осмотрел небольшую горку порошка, а затем осторожно высвободил поток зеленого света, который вынес порошок из печи. Зеленый свет слегка задрожал, и бесчисленные тонкие нити, напоминающие тысячи и тысячи крошечных рук, проникли в порошок. Вскоре небольшая горка порошка разделилась примерно на дюжину порций, каждая из которых была разного цвета.
Увидев это, Хань Ли удовлетворенно кивнул, а затем осторожно разложил порошок примерно по дюжине маленьких нефритовых шкатулок, которые он уже заранее подготовил. Секретная техника, которую он только что использовал, называлась искусством обращения пилюль, и это была довольно редкая секретная техника, которую он случайно получил еще в царстве духов. Секретная техника позволяла ему обращать вспять очистку и разрушать пилюли. Создатель секретной техники пытался использовать ее, чтобы разрушать пилюли других людей, чтобы экстраполировать методы очистки для этих пилюль. К сожалению, в конце концов он потерпел неудачу. Искусство обращения пилюль в конечном счете все еще имело свои пределы, и оно было способно только помочь определить ингредиенты, использованные в пилюле, но не могло дать фактический метод очистки пилюль. Хань Ли был весьма заинтригован этой секретной техникой, и он сам был мастером по очистке пилюль, поэтому решил записать ее, но это был первый раз, когда он ее использовал. К счастью, пилюля темного облака была всего лишь пилюлей стадии зарождающейся души, так что она не была очень высокого калибра. В противном случае, возможно, ему не удалось бы успешно расщепить ее с первой попытки. Глава 33. Квинтэссенция фиолетовой ци. Хань Ли отложил нефритовые шкатулки с разноцветными порошками, взмахнул рукой, выпуская печать заклинания, и вновь активировал массив пилюльной печи. Затем он достал другую пилюлю, пилюлю острого взгляда. После недолгих раздумий он бросил пилюлю в печь и снова применил искусство обращения пилюль. Спустя почти час пилюля острого взгляда также распалась на дюжину различных ингредиентов, которые были помещены в нефритовые шкатулки. Он собрал ингредиенты обеих пилюль вместе и приступил к тщательному осмотру. Вскоре на его лице появилась легкая улыбка. Большинство ингредиентов, используемых для этих двух пилюль, были совершенно разными, но в обеих присутствовал синий кристаллический порошок, идентичный по цвету и форме, так что было ясно, что это один и тот же ингредиент. Однако в пилюле острого взгляда этого ингредиента было гораздо больше, чем в пилюле темного облака. Оба вида пилюль оказывали на него воздействие, и хотя синий порошок не обязательно был единственным эффективным ингредиентом, его определенно стоило исследовать. Хань Ли осторожно коснулся кончиком пальца синего порошка, вдохнул его аромат, а затем положил в рот, чтобы попробовать. Его брови слегка нахмурились. С самого начала его путь культивации был тесно связан с искусством изготовления пилюль. Независимо от того, был ли он в царстве смертных или царстве духов, он был хотя бы немного знаком со всеми ингредиентами для изготовления пилюль, которые предлагали эти два царства, и даже имел некоторые знания об ингредиентах из других царств. Однако он понятия не имел, что это за синий порошок. Возможно, это что-то уникальное для царства духовной сферы. Поразмыслив некоторое время, Хань Ли внезапно поднялся на ноги и быстро покинул свое пещерное жилище. В это время снаружи уже стемнело. Лазурный свет вспыхнул вокруг его тела, когда он взмыл в воздух, и спустя мгновение он приземлился перед определенной пещерной резиденцией на пике заката, в нескольких десятках километров от него. Пещерная резиденция находилась в довольно уединенном месте, где почти никого не было. Хань Ли быстро осмотрел окрестности, затем подошел к входу в пещеру и, перевернув ладонь, достал талисман голосовой передачи. Прошептав в него сообщение, он отправил его в полет. Талисман голосовой передачи влетел в пещерную резиденцию в виде полосы белого света, и спустя мгновение ворота пещеры распахнулись с грохотом. «Прошу прощения за вторжение, старейшина Гаа», — сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Ничего страшного. Не думал, что мы так скоро снова встретимся, товарищ Даос Хань. Пожалуйста, входите». Гаа Булинь вышел с широкой улыбкой и пригласил Хань Ли в пещеру. Пещерная резиденция Гаа Булиня была явно больше, чем у Хань Ли, но обстановка была довольно простой, и по всей пещере витал сильный лекарственный аромат. «Я не буду тратить ваше время попусту, старейшина Гаа. Я пришел сюда, потому что хотел кое-что спросить у вас», прямо и откровенно сказал Хань Ли, усаживаясь. Гаа Булинь слегка опешил, услышав это, а затем спросил: «Продолжайте, товарищ Даос Хань». Хань Ли перевернул ладонь и достал нефритовую шкатулку, содержащий синий порошок, а затем протянул его Гаа Булиню. «Вы узнаете этот ингредиент, старейшина Гаа». Гаа Булинь принял нефритовую шкатулку и внимательно осмотрел его. Затем он погрузил кончик пальца в порошок и положил его на язык. Подняв бровь, он посмотрел на Хань Ли. «Похоже, я пришел по адресу», — с улыбкой сказал Хань Ли. «Действительно, вы приняли правильное решение, придя ко мне». Однако голос Гаа Булиня затих, и на его лице появилась многозначительная улыбка. Хань Ли тут же перевернул ладонь и достал высококачественный духовный камень, который бросил Гаа Булиню. Гаа Булинь с радостью принял камень, и его улыбка стала еще шире, когда он пояснил: «Это измельченная трава облачного журавля».
Достигнув определенного возраста, трава облачного журавля используется в качестве одного из основных ингредиентов для нескольких видов высококачественных пилюль, производимых в нашей секте, и это чрезвычайно редкий ингредиент. Более того, этот порошок, похоже, был обработан определенным образом, и я смог опознать его только благодаря знакомству со всеми видами ингредиентов, которые я накопил за годы переработки пилюль. Хань Ли кивнул в ответ и спросил: «Понятно. Не могли бы вы рассказать мне о лечебных свойствах этой травы облачного журавля?» На лице Гао Булиня вновь появилась многозначительная ухмылка, и он лукаво посмотрел на Хань Ли. Хань Ли бросил ему еще один высококачественный духовный камень. Гао Булинь с удовольствием принял камень и сказал: «Трава облачного журавля также известна как трава-хамелеон. В 100 лет трава становится белой, в 1000 лет синей, в 3000 лет красной, в 10 тысяч лет темно-красной, а в 30 тысяч лет и старше пурпурно-красной. Самым замечательным свойством этой травы является ее способность поглощать энергию восходящего солнца и производить клочок квинтэссенции фиолетовой ци, достигнув 100-летнего возраста. Квинтэссенция фиолетовой ци не только является абсолютно необходимой для культивации нескольких видов невероятно могущественных техник, но также может быть непосредственно преобразована в духовную силу, которая может очищать сущность человека и укрепить его организм. Чем старше трава облачного журавля, тем чище содержащаяся в ней квинтэссенция фиолетовой ци, и, как следствие, ее эффекты становятся более невероятными. «Где можно найти эту траву облачного журавля?» — спросил Хань Ли. Эта трава может расти только при определенных условиях, и, насколько мне известно, ее можно найти лишь в нескольких местах, практически все из которых находятся под контролем крупных сект в нашем царстве. На данный момент почти все экземпляры старше 1000 лет находятся во владении крупных сект, и их почти невозможно найти за их пределами, ответил Гао Булинь. Выслушав слова Гао Булиня, Хань Ли уже получил ответы, которые хотел. Скорее всего, эта квинтэссенция фиолетовой ци была ключом к восстановлению его магической силы. Помимо пилюли острого взгляда, какие еще пилюли создаются с использованием травы облачного журавля? Спросил Хань Ли. На этот раз Гао Булинь не просил дополнительной финансовой компенсации и ответил: помимо пилюли острого взгляда, небольшое количество травы также используется в пилюле темного облака. Кроме того, пилюля питания души и пилюля зарождения пустоты также содержат небольшое количество молодой травы облачного журавля, но квинтэссенция фиолетовой ци, содержащаяся в этих пилюлях, практически незначительна. Расставшись с Гао Булинем, Хань Ли снова отправился в торговую долину и потратил высококачественный духовный камень на покупку нескольких штук каждой из пилюль, упомянутых Гао Булинем. Кроме того, он также приобрел несколько экземпляров травы облачного журавля в возрасте нескольких сотен лет, прежде чем вернуться на пик восходящего облака. В секретной комнате своего пещерного жилища Хань Ли сидел на футоне, а перед ним лежали только что купленные пилюли и травы облачного журавля. Он открыл белый фарфоровый флакон и вытряхнул из него пилюлю темного облака, которую тут же проглотил. Из его дантяня быстро поднялась волна тепла, когда пилюля высвободила следы духовной силы, постепенно преобразуясь в магическую силу, которая хранилась в его теле. Это, естественно, было обнадеживающим событием, и он взял траву облачного журавля, положил ее в рот, несколько раз прожевал и тоже проглотил. Примерно через 10 минут его дантянь снова начал нагреваться, и струйки магической силы потекли в его дантянь, где снова сохранились. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он, наконец, смог подтвердить, что эта квинтэссенция фиолетовой ци действительно была ключом к восстановлению его магической силы. Через день и ночь он поглотил большую часть купленных пилюль и трав облачного журавля, и в результате его база культивации восстановилась до поздней стадии зарождающейся души. Он был в восторге от этого, но как раз в тот момент, когда он собирался поглотить все оставшиеся пилюли, его выражение лица внезапно слегка застыло. Лекарственная сила в его теле, которая еще не была преобразована, наконец превратилась в магическую силу, которая устремилась к его дантяню, но его дантянь уже был как полный резервуар с водой, не способный вместить больше магической силы. Все, что он мог сделать, это наблюдать, как избыточная магическая сила на мгновение задержалась в его дантяне, а затем растворилась в ничто. Хань Ли тихо вздохнул, и он знал, что это, скорее всего, как-то связано с состоянием его зарождающейся души. В его нынешнем состоянии любое дальнейшее употребление пилюль, скорее всего, было бы пустой тратой времени. Ему придется подождать, пока его физическое тело и духовное чувство восстановятся еще больше, прежде чем он сможет исследовать причину состояния, в котором находилась его зарождающаяся душа. В настоящий момент он не мог увеличить свою магическую силу путем культивации, и он мог восстановиться до поздней стадии зарождающейся души только с помощью пилюль, поэтому его главной задачей сейчас было ускорить восстановление своего физического тела и духовного чувства. Подумав об этом, он был несколько неуверен, как поступить, и его брови слегка нахмурились, погрузившись в глубокие раздумья. Спустя несколько мгновений ему внезапно пришла в голову идея, и он, перевернув ладонь, достал знак приглашенного старейшины, который получил от Ло Цзюня. Он влил свое духовное чувство в знак, и перед его глазами появилась карта секты Холодного Пламени, образованная золотыми линиями света.
Его взгляд на мгновение скользнул по карте, прежде чем, наконец, остановился на здании на пике собрания мудрецов, которое было подписано мелким шрифтом «Библиотека священных писаний». Глава 34. Кража. На полпути к вершине пика восходящего облака молодой ученик в белой робе карабкался по горной тропе. Как только он поднял ногу, чтобы ступить на следующую ступень, перед его глазами промелькнуло размытое пятно, и он мгновенно застыл на месте, его духовное чувство помутилось и стало неразличимым. В следующий миг рядом с ним возник внушительный молодой человек, и это был никто иной, как Ханли. «Расскажи мне о библиотеке священных писаний», — произнес Ханли странным голосом, глядя в глаза молодому человеку. В его собственных глазах вспыхивал синий свет. Глаза ученика в белой робе были полностью затуманены, придавая ему ошеломленный вид, когда он ответил: «Библиотека писаний находится на пике собрания мудрецов, и она разделена на внутреннюю и внешнюю библиотеки. Внешняя библиотека открыта для всех учеников и старейшин, в то время как внутренняя библиотека доступна только для учеников и старейшин внутреннего двора». Выражение лица Ханли осталось неизменным, услышав это, но в его глазах появился задумчивый взгляд. Библиотека писаний была жизненно важным местом в секте, поэтому, несомненно, охранялась чрезвычайно строго. Чтобы обменять ресурсы из библиотеки, ученики и старейшины секты должны были не только выдавать крупные суммы духовных камней, но и списывать очки вклада секты. Очки вклада секты были показателем степени вклада, который ученики и старейшины внутренней секты внесли в секту, и они обычно зарабатывались путем выполнения миссий, назначенных сектой. Чем сложнее была миссия, тем больше очков вклада начислялось. Без достаточного времени для накопления очков вклада было невозможно заработать достаточно, чтобы обменять их на высокоуровневые искусства культивации и секретные техники. В результате многие пытались найти короткие пути. Немало бродячих культиваторов с корыстными мотивами согласились стать приглашенными старейшинами секты Холодного Пламени, чтобы проникнуть в библиотеку писаний и украсть ресурсы для культивации, но все они были пойманы без исключения, и судьба, которую они понесли, была, мягко говоря, незавидной. Защита библиотеки священных писаний была непроницаемой, и не было никаких лазеек, которые можно было бы использовать. По словам ученика в белой робе, в библиотеке священных писаний постоянно находились старейшины стадии пространственного закаливания, и учреждение патрулировалось круглосуточно. Там также было установлено бесчисленное множество мощных ограничений, из-за чего среднестатистическому культиватору было невозможно даже приблизиться к библиотеке. Ханли на мгновение задумался над полученной информацией, затем коснулся пальцем глобелы ученика в белой робе и призрачно исчез с этого места. К этому моменту нога ученика в белой робе уже некоторое время висела в воздухе, и только сейчас он сделал шаг. В результате он чуть не споткнулся и не упал лицом вниз. Устояв на ногах, он помассировал слегка онемевшую икру, затем огляделся с растерянным выражением лица, прежде чем недоуменно покачать головой и продолжить путь в гору. Примерно через 15 минут Ханли появился на пике собрания мудрецов. Он стоял у подножия огромного кипариса, глядя на двухэтажный павильон вдали. Павильон был высотой около 27 метров, с 8 гранями, образующими правильный восьмиугольник, но вход был только один, и он находился на стене, обращенной к югу. На крыше павильона было выгравировано множество различных сложных защитных массивов, и две группы патрулирующих культиваторов постоянно осматривали территорию. После некоторого наблюдения на лице Ханли появилось задумчивое выражение, и он внезапно исчез с места вспышки. В ту ночь. В долине в глубине секты Холодного Пламени находился большой зал из голубого камня, и территорию патрулировали аж 7 или 8 групп учеников. Все группы возглавляли культиваторы стадии пространственного закаливания, поэтому было ясно, что это было чрезвычайно важное место. Одна из патрульных групп бесшумно пролетела через вход в долину. Группу возглавлял мужчина в лазурной робе, и он довольно устало зевал. В этот самый момент другая патрульная группа пролетела мимо в нескольких десятках метров, двигаясь в другом направлении. Увидев это, мужчина в лазурной робе недовольно поджал губы. Зал Небесного Талисмана был чрезвычайно важным местом в секте Холодного Пламени, но, по его мнению, было совершенно излишне, чтобы так много учеников патрулировали этот район ночью. Мало того, что все это находилось в очень скрытном месте, так еще и было полностью окутано мощной системой защиты, поэтому было абсурдно думать, что кто-то сможет проникнуть в эту область. Конечно, он не осмеливался высказывать эти возражения. Вместо этого он сделал голосовую передачу ученикам позади него, сказав им быть настороже, когда они влетят в долину. В этот самый момент из зала недалеко от мужчины в лазурной робе внезапно раздался оглушительный грохот, сопровождаемый вспышкой фиолетовой молнии, после чего все сразу же стихло. Мужчина в лазурной робе слегка пошатнулся, увидев это.
Кто там? Кто-то врывается в зал небесного талисмана. Раздались испуганные крики учеников позади мужчины в лазурной робе, и к этому моменту сам мужчина в лазурной робе тоже пришел в себя, как можно быстрее слетев вниз, чтобы в мгновение оказаться перед залом. Кто идет? Сдавайтесь сейчас же. Взревел мужчина в лазурной робе, схватившись одной рукой за сокровище, а другой взмахнув рукой в воздухе, после чего ученики позади него немедленно рассредоточились, чтобы окружить зал. Другие ученики также прибыли на место происшествия в одно мгновение, и вскоре все патрульные группы собрались, насчитывая более 100 культиваторов, которые окружили зал непроницаемым кольцом. Внутри зала оставалось совершенно темно и тихо. Все залы здесь были окутаны ограничениями, удерживающими любое духовное чувство на расстоянии. Лидеры патрульных групп обменялись несколькими неуверенными взглядами друг с другом, не зная, стоит ли им врываться или нет. Как патрулирующие ученики, они не имели права ступать в зал. Что здесь происходит? Полоса белого света вырвалась вперед, прежде чем прибыть к залу, оказавшись седовласым стариком. Мастер Фань, кто-то вломился в зал небесного талисмана. Мы рассматриваем возможность войти в зал, чтобы схватить преступника, но, согласно правилам, мы не имеем права входить в него, поспешно доложил один из лидеров патрульных групп. Седовласый старик пришел в ярость, услышав это. Ты идиот. Сейчас не время следовать правилам. Поторапливайтесь и входите. Он немедленно бросился в зал, пока говорил, и большинство лидеров патрульных групп быстро бросились за ним, но двое из них остались снаружи. Добравшись до входа в зал, седовласый старик с удивлением обнаружил, что ограничения на воротах остались совершенно нетронутыми. Это зрелище вызвало недоумение, но у него не было времени размышлять над ситуацией, и он немедленно вытащил значок, который испустил вспышку белого света, упавшую на ворота. Ворота на мгновение вспыхнули, прежде чем распахнуться. Все немедленно бросились в зал, и седовласый старик выпустил печать заклинания, после чего по всему залу мгновенно появился ослепительный белый свет, осветив всю сцену. Планировка зала была очень простой, в комнате было только около дюжины полок из белого нефрита, поэтому было нетрудно подсчитать, что, если вообще что-то, было потеряно. На земле было несколько черных подпалин, но не было видно ни одного человека. Неужели преступник уже сбежал? Лидеры патрульных групп не могли не обменяться несколькими растерянными взглядами. Мужчина в лазурной робе тоже был в зале, и его глаза были широко раскрыты от недоверия. Он был прямо возле зала во время происшествия, и его взгляд был все время сосредоточен на здании, поэтому для него было совершенно непостижимо, как преступник мог вообще сбежать. Внезапно седовласый старик бросился к одной из полок из белого нефрита, и его лицо значительно побледнело. Камень небесной тени и трава, взирающая на луну, все пропало. Все эти полки из белого нефрита были заставлены ингредиентами и материалами, и все они были окутаны ограничениями, но ограничения возле двух полок были сломаны, и с этих полок пропало большое количество предметов. Дерево текучих ветров и перо железного сердца тоже забрали. Закричал старик, бросаясь к другой полке с обезумевшим выражением лица. Лидеры патрульных групп также носили мрачные выражения. Проведите обыск. Разверните всех патрульных учеников. Мы должны схватить преступника. Взревел седовласый старик разъяренным голосом. Кража, которая произошла в зале небесного талисмана, вызвала огромный переполох в секте холодного пламени, и бесчисленные ученики ночного патруля были развернуты для поиска преступника. Поиски продолжались до самого утра, после чего многих учеников внешнего двора также разбудили и приказали присоединиться к охоте. По всему горному хребту духовного пламени был проведен исчерпывающий обыск, но не было найдено ни единого следа преступника. Высшие чины секты были быстро оповещены о происшествии, и в зал небесного талисмана был отправлен старейшина поздней стадии пространственного закаливания, который был искусен в отслеживании. После расследования он пришел к выводу, что преступник скрылся с места происшествия, используя какой-то тип молниеносной телепортации, и не оставил никаких следов, что сделало невозможным его выследить. Старейшина поздней стадии пространственного закаливания был бессилен что-либо сделать, и не было никакой возможности, чтобы кто-либо из великих старейшин стадии интеграции тела вмешивался во что-то столь незначительное, поэтому мастер Фань из зала небесного талисмана был вынужден отменить охоту. Хотя на первый взгляд казалось, что инцидент утих, естественно, секта не могла так легко допустить подобное. В защитной системе вокруг всего горного хребта духовного пламени не было никаких признаков взлома, поэтому преступник должен был все еще где-то находиться в горном хребте, и секта холодного пламени тайно отправила могущественных культиваторов, чтобы продолжить охоту. После такого инцидента оборона во всех частях секты холодного пламени была усилена в несколько раз. Глава 35. Как выйти сухим из воды. 3 дня пролетели в мгновение ока.
С той ночи в библиотеке священных писаний секты Холодного Пламени, с тех пор, как произошел инцидент в зале Небесного Талисмана, количество людей, патрулирующих библиотеку священных писаний, было удвоено. В густом лесу в нескольких сотнях метров от павильона появилась нечеткая серебряная фигура. Под покровом ночи невозможно было различить черты лица. Фигура подняла голову, чтобы посмотреть на восьмиугольный павильон, который был библиотекой священных писаний, и мгновение спустя перевернула руку, чтобы достать светло-фиолетовый талисман, который она прикрепила к своему собственному телу. Фиолетовый талисман мгновенно бесшумно взорвался несколькими прозрачными рунами, напоминающими головастиков, которые на мгновение вращались вокруг фигуры, прежде чем исчезнуть в ее теле. Внезапно вокруг фигуры поднялся взрыв фиолетового тумана, мгновенно поглотив ее и заставив исчезнуть. Фигура, естественно, на самом деле не исчезла. Вместо этого она приняла призрачную форму, когда она плыла прямо к библиотеке священных писаний, не обращая никакого внимания на патрули в этом районе. Патрули постоянно осматривали окрестности, и их духовное чувство также непрестанно проносилось по этому району, но они совершенно не смогли обнаружить фигуру. Вскоре фигура уже достигла входа в библиотеку священных писаний. Была уже глубокая ночь, и двери библиотеки священных писаний были уже закрыты. Широкие каменные двери библиотеки священных писаний время от времени вспыхивали, ясно указывая на то, что на них наложены ограничения. Фигура произнесла заклинание, делая ручную печать, а затем открыла рот, чтобы выпустить облако едва видимой лазурной ци, которая плыла к дверям. И если бы облако лазурной ци было увеличено в несколько сотен раз, можно было бы увидеть, что оно состоит из бесчисленных крошечных рун. Эти крошечные руны мгновенно просачивались в ограничения на каменных дверях при контакте, и казалось, что в ограничениях была разъедена большая дыра, позволяя фигуре пролететь внутрь незаметно. Без ограничений каменные двери не представляли собой никакой преграды, и фигура пролетела сквозь них в мгновение ока. Ограничения на дверях слегка вспыхнули, прежде чем мгновенно вернулись в нормальное состояние. Все это произошло в мгновение ока, и патрулирующие снаружи культиваторы понятия не имели, что что-то не так. Фигура вошла в библиотеку священных писаний, оказавшись в круглом зале. Зал был чрезвычайно большим, размером примерно 60 метров, и из зала было около дюжины путей, ведущих вглубь библиотеки священных писаний. В самом конце зала находилась извилистая черная лестница, ведущая наверх. Фигура быстро осмотрела окрестности, а затем бесшумно полетела к одному из путей. Путь был не очень длинным, и она быстро добралась до конца, достигнув каменной камеры. Как и двери библиотеки священных писаний, двери этой каменной камеры также были защищены белым ограничением. Над дверью висела табличка из белого нефрита, на которой были выгравированы слова «Искусство культивации». При виде этого в глазах фигуры мелькнул намек на ликование, и она открыла рот, чтобы выпустить облако лазурной ци. В очередной раз лазурная ци разъела большую дыру в белом ограничении, позволив фигуре пролететь сквозь него без каких-либо препятствий. За каменной дверью находилась огромная каменная камера, в которой размещались сотни книжных полок, каждая из которых была окутана красным световым барьером. Все книжные полки были разделены на несколько секций, и в каждой секции находилась нефритовая табличка. Рядом с каждой секцией были надписи, обозначающие искусство культивации, содержащиеся в нефритовой табличке, которая хранилась в этой секции. Фигура небрежно подошла к одной из книжных полок, затем открыла рот, чтобы выпустить взрыв лазурной ци, которая разъела большую дыру в красном световом барьере вокруг книжной полки. После этого она взмахом руки притянула к себе несколько нефритовых табличек, а затем влила в них свое духовное чувство. Спустя несколько мгновений ее брови слегка нахмурились, и она небрежно бросила нефритовые таблички обратно на книжную полку. Нефритовые таблички содержали различные искусства культивации, стадии заложения основ и стадии зарождающейся души, но ни одно из них, похоже, не понравилось фигуре. Фигура продолжила свой путь по каменной камере. Вскоре она осмотрела каждую нефритовую табличку на книжных полках и разочарованно покачала головой. Она немедленно ушла без каких-либо колебаний, быстро пройдя через каменную дверь, прежде чем вернуться в тот же зал, что и раньше. Оттуда она пошла по другому пути, и в конце этого пути оказалась еще одна каменная камера. Над этой камерой висела еще одна табличка, и на этой табличке было написано «Искусство». Фигура быстро рассеяла ограничения на двери этой каменной камеры, прежде чем войти. Некоторое время спустя она вернулась снова, прежде чем пойти по третьему пути. Более 2 часов пролетели в мгновение ока, и все дюжина или около того путей были исследованы фигурой, но ее брови все еще были плотно нахмурены, указывая на то, что она не нашла того, что искала. Фигура подлетела к черной лестнице в самом конце зала и, взглянув наверх, медленно полетела вверх по лестнице. Лестница была не очень длинной, и она быстро добралась до вершины, после чего оказалась перед огромной каменной дверью шириной в несколько метров.
По обе стороны от двери сидели фигуры, скрестив ноги. Тот, что слева, был дородным мужчиной в фиолетовом кашае, и, похоже, он был монахом. Что касается фигуры справа, то это был высокий и худой мужчина с болезненным, желтым цветом лица. Ни у одного из них не было особенно примечательной внешности, но огромные ауры, которые они источали, указывали на то, что они оба были культиваторами стадии пространственного закаливания. Они оба медитировали с закрытыми глазами, совершенно не подозревая о том, что присутствует злоумышленник. Фигура взглянула на пару культиваторов, а затем быстро направила свой взгляд на каменную дверь позади них. Свет рябил, как вода, по поверхности каменной двери, испуская разноцветные преломления, и с первого взгляда было ясно, что это ограничение было гораздо мощнее, чем на всех остальных каменных камерах. Судя по контекстным подсказкам, за этой каменной дверью, скорее всего, находилась внутренняя часть библиотеки священных писаний. Внутренняя библиотека была домом для лучших ресурсов культивации секты Холодного Пламени, и казалось, что прорваться через это ограничение будет непросто. Глаза фигуры слегка сузились, когда она подождала немного, а затем снова двинулась вперед, оказавшись прямо перед каменной дверью, где она находилась менее чем в 3 метрах от 2 культиваторов стадии пространственного закаливания. В этот самый момент дородный монах слева приподнял бровь и открыл глаза, прежде чем быстро осмотрел окрестности. «В чем дело, брат Линси?» — спросил худой мужчина справа, тоже открывая глаза. «Ничего», — пробормотал в ответ дородный монах, поворачиваясь, чтобы взглянуть на дверь внутренней библиотеки. На самом деле он ничего существенного не обнаружил. Вместо этого он почувствовал что-то довольно расплывчатое и неописуемое, и это чувство возникло из-за определенной секретной техники, которую он культивировал в прошлом. Однако процент успеха этой секретной техники был довольно низок, и учитывая все ограничения, наложенные на это место, и тот факт, что здесь постоянно находились 2 культиватора стадии пространственного закаливания, было крайне неправдоподобно, что кто-то смог бы проникнуть во внутреннюю библиотеку незамеченным. На самом деле, даже существо стадии Великого Вознесения, скорее всего, с трудом справилось бы с таким подвигом. Подумав об этом, монах снова медленно закрыл глаза. Худой мужчина просто отмахнулся от этого, как от ложной тревоги, увидев это, и тоже закрыл глаза, чтобы медитировать. На протяжении всего этого процесса фигура оставалась совершенно неподвижной, и только после того, как 2 культиватора стадии пространственного закаливания снова закрыли глаза, она выпустила мощный взрыв духовного чувства, который быстро охватил всю дверь, образуя защитный барьер. Сразу же после этого она открыла рот, чтобы выпустить взрыв лазурной ци, которая упала на рябое ограничение на двери. Ограничение немедленно начало мерцать и деформироваться, как будто сопротивляясь лазурной ци, и в процессе оно испускало колебания магической силы, но 2 культиватора стадии пространственного закаливания совершенно не замечали этого за пределами барьера духовного чувства. Фигура сделала ручную печать, и лазурная ци мгновенно начала расширяться и сжиматься, постоянно меняя форму, чтобы бороться с рябью ограничения. В результате в центре ограничения образовалась площадь размером около 1,5 метра. Фигура немедленно воспользовалась отверстием, в мгновение ика влетев в каменную дверь. Процесс казался сложным и запутанным, но на самом деле это заняло всего 1 или 2 секунды с того момента, как она прорвалась сквозь ограничение, до того момента, как она пролетела сквозь каменную дверь, и только после этого барьер духовного чувства бесшумно рассеялся. Брови дородного монаха слегка дернулись, и он снова открыл глаза, прежде чем быстро повернуть взгляд к каменной двери внутренней библиотеки. Ограничение на поверхности каменной двери непрестанно рябило и не проявляло никаких признаков аномалии. Однако, хотя странное предчувствие, которое только что возникло в его сердце, появилось лишь на мгновение, прежде чем исчезнуть, оно все же посеяло в его сердце зерно сомнения. «Ты что-то заметил, брат Линси?» К этому моменту его спутник, похоже, тоже заметил, что что-то не так, и поспешно поднялся на ноги, поворачиваясь, чтобы взглянуть на каменную дверь, а затем снова закрыл глаза, чтобы выпустить свое огромное духовное чувство по всему пространству. «Ты что-нибудь почувствовал только что, брат Центаа?» — спросил дородный монах, подходя к каменной двери, прежде чем провести тщательный осмотр. Худой мужчина открыл глаза, а затем покачал головой, отвечая: «Конечно, это ничего не значит, если только кто-то не смог пролететь сотни километров от библиотеки священных писаний всего за 2-3 секунды и прорвался сквозь этот стеклянный массив темной воды, созданный патриархом Холодного Пламени, чтобы получить доступ к внутренней библиотеке. Ему так и не удалось ничего уловить своим духовным чувством только что. Ни один из этих вариантов не кажется возможным. «Должно быть, это просто мое воображение», — сказал дородный монах с кривой улыбкой. Даже для верховного старейшины стадии Великого Вознесения секты Холодного Пламени было бы довольно сложно прорваться сквозь стеклянный массив темной воды, прежде чем восстановить его в первоначальное состояние всего за 2-3 секунды.